Всем привет! В этом видео будем с вами шить конверт-кокон с прорезями для ремней безопасности. Прорези будут пятиточечные. Шить я буду из плащевой ткани вверх. Ткань это дюспо. На подклад я возьму хлопковый велюр. В качестве наполнителя я возьму альпалюкс плотностью 200 грамм. Для начала нужно выкроить все детали. Я их подписала, они все идут со сгибом. Выкраиваем из основной части, из подкладочной и утеплителя. С помощью такого спарывателя я переношу метки для ремней на ткань. Чтобы перенести отметки на вторую половинку, я скалываю их иголкой. И как видите, никаких отверстий, дырочек не остается. Детали все у меня готовы. Я выкроила из подкладочной ткани 3 детали со сгибом, из плащевой ткани такие же детали. И дополнительно я выкроила детали из подкладочной ткани для кулиски размером 37, шириной 5 сантиметров. Вторая кулиска для капюшона 103 длина и 5 сантиметров ширина. Далее все детали приколоть на утеплитель, детали подклада и детали верха. И по всему периметру закрепить скрепляющей строчкой. Деталь верха из плащевой ткани, на ней я решила сделать линию стежки. От низа я откладываю по 15 сантиметров вверх и прокладываю линии. По намеченным линиям я буду простегивать эту верхнюю часть. Вы можете сделать так же, либо оставить без изменений. Затем нужно закрыть по 3 краям эту часть сверху, снизу и сбоку, оставив сбоку с одной стороны отверстие для того, чтобы наполнить наполнителем. Вот такая у меня получается деталь. Сбоку у меня осталось отверстие, через которое я буду набивать наполнителем. Наполнять я буду шариковым холофайбером первого сорта. Неплотным набиваем получившееся отверстие. Далее нужно точать молнию. Я взяла тракторную молнию. Берем одну часть молнии и там, где нету бегунка, прикладываем к правой стороне. Оставляя сверху примерно 1 сантиметр на шов. Скалываем иголкой и прокладываем строчку. Молнии к нижней части пришиты. Теперь нужно вшить вторую часть молнии к верхней детали. Там, где бегунок, прикладываем к левой части, скалываем иголкой, прокладываем строчку на машинке. После того, как вшита молния, нужно проверить, как она встала, все ли ровненько. Застегиваем и проверяем. Вот такой пухленький получается, хорошенький такой. Снизу потом будем лишнюю молнию обрезать и на этом месте поставим закрепку. Теперь нужно пришить дно к конверту. Выворачиваем наизнанку, находим серединку и этим местом прикладываем к замку. Затем по всему периметру скалываем иголкой и прошиваем на машинке. Лишние хвостики будем обрезать. Вот так у меня получается. Теперь нужно вшить кулиску. Для начала вшиваем на передней части. Один краешек я подгибаю и застрачиваю на машинке. Также со второго края. Затем складываем пополам, прикладываю к началу молнии с одной стороны и с другой. Скалываем иголкой и прокладываем строчку на ширину припуска. Вот здесь прокладываем строчку. Точно так же я вшила кулиску по капюшону. Потом будем вставлять туда шнур, и он будет стягиваться. Теперь соединяем деталь подклада
задней части с деталью верха. Деталь подклада и верхней части сшиты. Теперь то же самое делаем с передней частью. Лишние хвостики и лишний утеплитель срезаем. А теперь также я беру деталь подклада передней части, скалываю с передней частью верха и соединяю на машинке. Хвостик от молнии заворачиваю, саму кулиску прячем вниз, немножко отгибая, чтобы она не попала в строчку. Теперь сшиваем деталь донышка. Точно так же по всему периметру скалываем иголкой, оставляя при этом отверстие для выворачивания. Там, где сколото булавками, прошиваем на машинке. Через оставшееся отверстие выворачиваем на лицевую сторону. Внутри все хорошо разравниваем, чтобы конверт лежал ровненько, не было никаких складок. Внутренний замочек вот так получается на подкладе. Отверстие, которое осталось, я буду зашивать вручную потайными стежками. Вот такой тепленький конверт у нас практически готов. Теперь нужно проложить строчку, соединяющую вот здесь, на капюшоне. Я соединяю иголкой намеченной линией и буду прокладывать строчку. Как сделать прорези для ремней, смотрите видео, ссылку на него оставлю в описании или по ссылке в правом верхнем углу. Чтобы стянуть капюшон, я буду в кулиску вдевать сутаж и буду использовать фиксаторы с одним отверстием. С помощью резинковдевателя вдеваем кулиску. Ну вот и все, конверт наш полностью готов. Вот такой он получился пухленький, теплый, с прорезями для ремней безопасности. Как сшить комбинезон, шапочку, смотрите также на моем канале. Ссылки оставлю в описании под видео. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. И всем пока!